Pete, obviously, congratulations on a big victory and being champion now as well. Just give us your initial thoughts on winning the UFC title. Поделись мыслями о том, что ты выиграл пояс. Я безумно счастлив в такое время завоевать этот пояс. Это долгожданная цель. I'm insanely happy to win this belt in such difficult times, and it was my long-term goal. Overall, a very exciting fight, the way we thought it was going to be. How did you feel how the fight played out versus your expectations? По сравнению с твоими ожиданиями, как бой прошел? Все прошло отлично. Мы знали, что это будет нелегкий бой, но я провел его великолепно. Everything went excellent. We knew it's going to be a tough fight, but I had everything perfect. It looked like you had him really hurt at the end of the first round. Could you see exactly what happened and what hurt him? And did you think you were going to end it there in the first round? В первом раунде ты нанес ему урон. Увидел ли это и считал ли ты, что мог завершить этот бой в первом раунде? Да, я увидел, что я его потряс, но я понимал, что ни в коем случае нельзя торопиться. Это 5-раундовый бой, и нужно все сделать правильно. Yeah, I saw that I hurt him in the first round, but I knew because it's 5th round, I cannot rush, I cannot make mistakes. And then the second round was the only round that he won. I'm curious what happened there. Did you decide to sit back a little bit on that one, or did he make adjustments? What happened in the second round? И второй раунд — это единственный раунд, который Алдо выиграл. Какие у тебя были, какие мысли, какое решение? Ты решил немного сделать паузу, или какие у тебя мысли были вообще, планы? Да, во втором раунде он начал наступать. Я подумал, что да, хорошо, пусть он помашет. Он пробил мне пару хороших лоу-киков. Вот. Но я понимал, что он вымахивается, я провоцирую его. Поэтому все было по плану. Yeah, in the second round, he started to pressure me, so I decided to let him work, to make him miss a few times, and just provoke him more to make him, tired. And then the finish, I've seen some people say, hey, maybe it could have been stopped a little bit earlier. What did you think about the end of the fight? Should it maybe have been stopped earlier? Должны ли бой остановить раньше? Я думаю, что все было правильно. Это чемпионский поединок, где дерутся два воина, чтобы не было после никаких разговоров, преждевременная остановка, не преждевременная. Я думаю, что нужно биться до конца, пока уже рефери на 100% не будет уверен. I think everything was right. It's a championship fight between two warriors, so just not to leave any questions behind, the referee made this choice. Perhaps not surprisingly, Henry Cejudo took to Twitter right away and said that, he would handle you easily. What do you think when you hear Henry Cejudo chiming in on social media? Cejudo в Твиттере написал, что очень легко бы с тобой разобрался. Что ты об этом думаешь? Ну, это очередное, не знаю, назвать его как проститутка, что ли, или как вот это он выскочит опять сейчас. То убежал он, то опять сейчас выскочил. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время, мой день, я не обращаю на них никакого внимания. И когда придет время, я никогда никому не говорил нет, я подерусь с любым, кого мне дадут. They can say whatever they want now. It's my time. I will fight anyone and I'll beat anyone. Last thing for me, I know you want to enjoy this a little bit and celebrate, but what's the plan? Do you want to fight again soon? Do you have a name that you think should challenge you first? What's the plan? Какой у тебя план? Хочешь ли ты вернуться поскорее? Есть ли какое-то имя, которое ты против кого хотел бы ты выступить, защитить? Мой план сейчас отдыхать, восстанавливаться. Я хочу увидеться с семьей, хочу вернуться на родину. И дальше будут новости. Это работа уже менеджеров, работа UFC. Я вам говорю, я за 1,5 года провел 6 поединков и никогда не говорил нет. Поэтому как только будет бой, дата, вы услышите мой ответ. I want to take rest now, recover, go back to my homeland, see my family, and then it's a work of my management team. In my first 18 months, I had 6 fights. I never said no to the offer. So probably you'll find out soon. Peter, how did you rate Jose Aldo's performance? Did you think he was perhaps past his prime, or did he surprise you with how effective he was in there, especially early on? Как бы ты оценил выступление Жозе Алдо? Считаешь ли ты, что он уже на своем пике или уже прошел свой пик? Удивил ли он тебя в этом бою, насколько он был эффективен? Посмотрите крайний поединок Алдо. Он побил первого номера рейтинга Марлона Мораеса в 3 раундах. Представьте, что бы он сделал с Мораесом в 5 раундах. Я думаю, что Алдо очень, очень достойный соперник, очень хорошей форме. Я думаю, что он еще подерется.
In his last fight, Aldo beat number one contender Marlon Moraes in 3 rounds. Imagine what he could have done with Moraes in 5 rounds. I think Aldo was in great shape. He's still on top of his form, and I think we can see a lot of him from him in the future. It looked like he was sort of wilting towards the end of round 4. Did you go into round 5 knowing a finish was there for you? В 4-м раунде ты его очень сильно потряс, и когда ты выходил на 5-й раунд, были ли у тебя мысли, что ты завершишь этот бой досрочно? Да, конечно, у меня был план команды. Команда мне говорила, не спеши, дергай, разбивай. Он сейчас будет рисковать. Ему больше ничего не остается делать, только рисковать. Вот. Мы сделали свое дело. Yes, of course, it was my game plan, to finish him in the later rounds. My team told me to be patient, just feint more, make him miss. He will go for broke in the later rounds, and after that, you're going to finish him. Last one from me. Obviously, with the coronavirus being what it is, it's likely you'll be fighting in Abu Dhabi again next time out. There's speculation the UFC could be coming back here in September or October. Could you be ready to fight again by then? Учитывая ситуацию с коронавирусом, скорее всего, ты будешь защищать свой титул в Абу-Даби. И говорят, что следующий карт будет в сентябре или в октябре номерной. Хотел бы ли ты выступить на этом турнире? Я думаю, что октябрь было бы отличное время. I think October will be a perfect time. Peter, Aldo found success in the second round using leg kicks and kicks to the body and the head. Were you surprised that he stopped using that after the second round? Во втором раунде у Алдо хорошо получалось бить ногами, но был ли ты удивлен, что он перестал так делать после второго раунда? Да, очень хорошо он бил. Все знают, что Алдо очень жестко бьет, но после того он несколько раз промахнулся. И если вы не заметили, то я весь бой провел в левосторонней стойке, не в своей стойке. Поэтому это, наверное, и повлияло, что ему было неудобно бить уже по моей дальней ноге. Yeah, kicks were very effective, but I make him miss a few times too. And if you notice, I had to switch to the southpaw. It's not my natural stance, and I think it also played part, affected Aldo too. Was that something you train, moving stances? Тренируешься ли ты в обоих стойках? Ну, это осталось у меня еще с бокса. Я занимался боксом, и я думаю, что после таких ударов, которые попадал мне Алдо, я не вижу в нашем дивизионе, кто бьет сильнее Алдо, поэтому я буду в следующий раз готов по-любому лучше к этим моментам. Yeah, it's coming from my boxing background. I can work in both stances. I think no one kicks harder than Aldo in our division, and I will adjust in the future too, so no one can affect me in my fights in the future. And how different was Jose Aldo from the Jose Aldo you trained together 4 years ago? Насколько отличался Жозе Алдо от того Алдо, с которым ты тренировался 4 года назад? Ну, тренировки — это тренировки, вы знаете, все друг друга берегут, аккуратно работают. А бой был жесткий, он показал себя во всей красе, поэтому я его только уважаю, больше ничего не могу о нем сказать. Training is training. We're not trying to hurt each other in the practice, but fight was very tough and nothing but respect for the Aldo. He did great. Final one for me. Do you think the referee should have stopped the fight earlier? I think he answered it, yeah. All right. Yeah. Okay. Sorry. Pewter, congratulations on the victory. The two guys at the top of your division are Aljamain Sterling and Marlon Moraes. In your opinion, I know you're not picking here, but who is more deserving of the title shot with you next? Два топа твоего дивизиона — это Стерлинг и Мораес. Он знает, что ты не выбираешь соперника, но как ты считаешь, кто больше всего заслуживает? Я думаю, что Aljamain Стерлинг, этот парень побил многих ребят, находится в хороших рейтинговых позициях. Я думаю, он достоин драться за пояс. I think Aljamain Sterling deserves to fight for the title. He's on a good streak. He beat a lot of good guys. How did you adjust to the time change this week for your fight preparation, if any at all? Как ты приспособился к смене временного пояса и к тому, что турнир проходил именно ночью? Да, мы все эти моменты старались предусмотреть. Пораньше ложились, раньше просыпались, и это все пошло на пользу. Yeah, we try to go to bed early and wake up early, and I think it's worked out for me. What's next here in Abu Dhabi? Go-karts, golf, or are you just going back home to rest? Чем займешься дальше в Абу-Даби? Гольф? Будешь кататься на машинах или... Everything.
О, я сказал, да? Правильно. Да. Congratulations. Thank you. Петр, здесь вопрос по-английски задам. 7 fights in the UFC. Was it the hardest fight of them tonight? Of all Well- 7? Был ли это тяжелый бой из 7 проведенных в UFC? Это был очень ответственный бой. Это был бой за пояс. Это был бой с мощным соперником. Для меня, наверное, это будет знаменательный поединок, потому что рядом со мной пояс теперь. It was a big responsibility for me to fight for the belt, and it was a very important fight for me, and it means a lot for me to have this belt now. Before getting his belt, Khabib said, I'm afraid that the belt is going to change me as a person. Are you afraid that the belt is going to change you as a person? Хабиб говорил, что он боится, что пояс изменит его как человека. Боишься ли ты этого тоже? Я не боюсь этого. Я в жизни сталкивался со многим, и я думаю, что этот пояс просто сделает меня еще сильнее. I'm not afraid of this. I've been through a lot in my life, so I think this belt just gonna make me a stronger person. Thank you. Спасибо. Question at the back over here. So, hello, Peter. Just overall, what are your impressions of Abu Dhabi so far? Obviously, quite a different place to where you're usually used to fighting. Have you enjoyed it? How has the hospitality been? Would you be keen to come back here on holiday with your family one day? Какие впечатления у тебя от Абу-Даби? Как тебе вообще гостеприимство местное? И хотел ли ты в будущем со своей семьей сюда вернуться, может быть, отдохнуть? Я здесь первый раз, в принципе, все на высшем уровне, все очень профессионально для спортсмена сделано было именно. Конечно же, в плане отдыха, по-любому я сюда приеду с семьей. I'm here for the first time. Everything was top class and professional. And of course, I want to come back here with my family for the holidays.